Это концепт периферии на Pure Vision, который, по словам автопроизводителя, вводит новую эру электрической роскоши и дебютирует в этом месяце на автомобильной неделе в Монтере. Концепт Pure Vision имеет форму необычного элегантного внедорожника купе, а его дизайн повторяет дизайн гиперкара Батиста. Итальянский автопроизводитель называет его выразительным лицом, и с этим можно согласиться благодаря наличию скрытых фар и дневных ходовых огней, использующих тонкую нановолоконную технологию освещения, состоящую из волокон тоньше 1 мм. Верхняя часть концепта имеет более глянцевую отделку, а различные элементы нижней части кузова отделаны углеродным волокном. Интригующая форма автомобиля особенно заметна при взгляде на него сбоку и сверху, где сразу в глаза бросается большая оранжерея. Также установлены массивные 23-дюймовые колеса, обутые в шины с белой полосой. Особенно интригует кольцо светодиодной подсветки в центре стеклянной крыши, призванное ограничить соединение лобового и заднего стекла. Дизайнеры Pininfarina также создали для Pure Vision набор дверей, которые фирма официально называет Launcher Door. Эти двери в сочетании с центральной бесточной конструкцией автомобиля обеспечивают беспрепятственный доступ в просторный четырехместный салон. Говоря об интерьере, автомобиль имеет низкие посадки передних сидений, которые будто парят. Перед рулевым колесом находится большая цифровая панель приборов. Она плавно изгибается по салону, аккуратно соединяясь с дверными панелями, отделанными белой кожей и углеродным волокном. В центральной части расположен вертикально ориентированный информационно-развлекательный дисплей. Ключевыми элементами салона является фирменный текстиль на центральной консоли, верхних спинках сидений и подголовнике, изготовленных из 30% шерсти натива и 70% переработанного полиэстера. В этом году компания Porsche отмечает не только 70-летие, но и 60-летие модели 911. И в честь своего самого знаменитого спортивного автомобиля она выпустит ограниченную версию, которая станет настоящей находкой для поклонников Porsche. Модель, получившая название 911 ST, сочетает в себе 4-литровый двигатель мощностью 518 лошадиных сил от GT3 RS с 6-ступенчатой механической коробкой передач с близким передаточным числом и более ориентированной на дорогу настройкой шасси. Кроме того, автомобиль получит множество специальных разработанных облегченных деталей, которые сделают его самым легким Porsche 911. Модель 911 ST станет первым случаем, когда Porsche установил механическую коробку передач на двигатель 911 GT3 RS. Чтобы обеспечить соответствие коробки передач невероятным характеристикам двигателя, она была разработана с эксклюзивным облегченным сцеплением. Кроме того, крыша, капот, передние крылья, двери, задняя ось и панель сдвига изготовлены из углепластика. Также автомобиль получил магниевые диски, тормоза из керамического композита, литий-ионную стартерную батарею и легкие стекла, которые помогают ему оставаться подтянутым. Благодаря всем этим изменениям, а также уменьшению теплоизоляции и отказа от рулевого управления задними колесами, масса 911 ST составляет 3056 кг, что на 70 кг меньше, чем 911 GT3 Touring. В сочетании с двигателем снижение массы означает, что 911 ST сможет разгоняться от 0 до 100 км в час всего за 3,5 секунды, а максимальная скорость на трассе составит 300 км в час. Однако лимитированная версия не совсем предназначена для гоночных трасс. Porsche утверждает, что она предназначена для преодоления каньонов или любимых переселочных дорог. Хотя я уверен, что никто в Штутгарте не будет возражать, если вы возьмете ее на трек. Именно поэтому автомобиль не имеет никаких крыльев и агрессивных аэродинамических обвесов, как у 911 GT3 RS. Являясь данью уважения к 911 ST конца 60-х и начала 70-х годов, классический гоночный автомобиль имел модификации шасси, колес, двигателя и кузова, но не имел агрессивных аэродинамических элементов. Для сохранения легкости в стандартную комплектацию модели входят ковшеобразные сиденья из углеродного волокна. Для сохранения историчности центральные части сидений отделаны тканью и украшены старыми булавками. Кроме того, все значки 911 ST внутри отделаны золотом. Учитывая ограниченный характер автомобиля, его обращение к истории и инженерной разработке, вы не удивитесь, если узнаете, что все это будет стоить дорого. Только часы стоят $13 500, а автомобиль обойдется в $290 000.
Публичный дебют Porsche 911 ST состоится 28 сентября, а поставки в США, по словам автопроизводителя, начнутся весной 2024 года. Компания Nissan объявила о выпуске модели Fairlady Z 2024 года на своем домашнем рынке в Японии, добавив к нему вариант Nismo и Customized Edition. Модель Nismo ориентирована на повышение производительности, практически идентична американской, а Customized Edition получила обновленный дизайн кузова. Fairlady Z Customized Edition была представлена в 2022 году, а окончательный вариант Nissan представил на токийском автосалоне в 2023 году. Модель предлагается в двух вариантах, которые появятся в продаже в конце октября. Пакет начального уровня включает передний бампер с разделенной решеткой радиатора и карбоновый задний спойлер, а полный пакет 19-дюймовые легкосплавные диски, специальные эмблемы, а также черные наклейки на капот и профили. GDM-версия Fairlady Z Nismo выглядит практически так же, как и американская модель Nissan Z Nismo. Тот же спортивный бодикит с более изящными воздухозаборниками на бампере и более заметными аэродинамическими элементами с красными акцентами. Черные глянцевые 19-дюймовые кованые алюминиевые диски. В салоне установлены спортивные кресла Recaro с перфорированной обивкой из алькантары и кожи. В версии Nismo 3-литровый шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом развивает мощность 414 лошадиных сил и крутящим моментом 520 Нм момента по сравнению с 400 лошадиными силами и 475 Нм для остальных моделей Fairlady Z. Как и американская версия Nismo, японская модель предлагается исключительно с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Помимо более агрессивного дизайна и модернизированного силового агрегата, модель получила специфические для Nismo настройки: более жесткую подвеску, более жесткое шасси, более мощные тормоза, более острое рулевое управление и дополнительный режим движения Sport Plus. И наконец, обычный Nissan Fairlady Z в 2024 году останется практически неизменным. Среди новых дополнений – стандартная совместимость с Amazon Alexa во всем модельном ряду, новый оттенок 432 Orange для экстерьера, вдохновленный классическим Z432, и синий интерьер для комплектации TST. Надеемся, что видео было для вас интересным. Еще больше интересных новостей вы сможете найти у нас на канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!